Привет, мои дорогие! Хочу показать, как делать такой краешек. Это подгиб. И этот подгиб, вот я на образце вам его хочу тоже показать. Я его провязала заранее. Это подгиб с закрытием изнаночными петлями на лицо. Он такой плотненький, естественно, он два слоя. На махерчике он тоньше выглядит, но будьте внимательны, чтобы вам не фалдило, не растягивалось. Вяжите обязательно на меньших спицах, меньше, чем есть. А об этом свитере, кто хочет подробнее узнать, посмотрите мою схему и описание этого свитера. Ну а сейчас приступим к образцу. Вам понадобится дополнительная ниточка к основной. И я набираю на крючок воздушные петельки. Вот эту ниточку мы потом распустим. Она у нас идет просто как дополнительная, поэтому берите какую-то ненужную ниточку. Желательно что-то скользкое, чтобы легко было распускать, чтобы не путалось. И вот на спице дополнительное мы делаем вот таким захватом, крючком захватываем ниточку и делаем протяжечку. Нить все время за спицей, я ее все время пальчиком подправляю туда и не затягивайте петельки. Девочки, если кто-то вяжет у вас спереди ниточка, то такое тоже возможно. Набирайте то количество петель, которое вам надо. Вот я набрала для образца, я думаю, 20 петель хватит. Последние, несколько петель воздушных я провязываю, не затягивая, и просто обрезаю ниточку, она мне не нужна больше. Все, я ее откладываю, и теперь беру основную нить, на которой вы будете вязать. В данном случае напоминаю, что вот это первый ряд, вот эти первые 4 ряда, там, или сколько вы хотите сделать, отвести на подгиб. Вот мы начинаем, у нас это будет спинка, то есть, ну, как бы с изнанки это будет сторона, поэтому будьте, во-первых, внимательны, смотрите, как у вас сейчас стоят петельки, видите, чтобы они были не перекручены, поэтому, девочки, кто набирал и у вас была ниточка спереди, то смотрите, чтобы петельки не перекрутились, или кто вяжет не бабушкиным способом, а обычными классическими петлями. Провяжите, пожалуйста, то количество, которое вам надо. Я сейчас закончу ряд и еще провяжу 4 ряда лицевой гладью. Ну, понятно, на изнанке вы вяжете изнаночными. Вот это количество, сколько вам вязать, вы сами решаете. У меня будет 4 ряда до этого сгиба. Вот я провязала 4 ряда, как у меня вот здесь вот до сгиба. И теперь нам надо провязать изнаночный ряд, изнаночные петли, чтобы было легко согнуть. Напоминаю, что вот эту первую часть, эти первые 4 ряда мы провязываем на спицах меньше. Где-то на, если, к примеру, мы основное полотно вяжем на троечке, потом мы перейдем на 2,5, то тут мы, допустим, набираем на 2,25. Для чего это делается? Для того, чтобы у нас с изнаночной стороны не выворачивало на лицо наше полотно. Признаюсь вам честно, я не всегда это делаю. Я часто, бывает, просто вяжу весь низ на меньших спицах, а потом перехожу на более свободное. Так, хорошо получилось. Вот сейчас я еще провяжу. Дальше мы переходим, так как это изнанка, на изнаночный ряд мне надо провязать. И еще 4, 3 ряда. В итоге 3 ряда мне еще дополнительных надо провязать. И дальше я покажу, как вместе соединять эти петли. Вот в данном случае вот эти уже 3 ряда вы должны будете вязать на спицах чуть-чуть крупнее, чем вы начинали. Потому что вот это уже будет уже с лица. Ну и вот смотрите, что у меня получилось. Я провязала еще 4 ряда. И вот теперь я перепроверяю, там 4, здесь 4. Теперь нам надо распустить эту бросовую ниточку, которая нам как дополнительная шла. Вот так вот сложить и вместе провязать. Как это делается? Сейчас я вам все покажу.
Если же вы вяжете по кругу, то, конечно же, ну, вы соединяете, вяжете сразу с первого ряда по кругу. Вот, то у вас будет набрано, я набираю на обычную спицу, а вы будете набирать на спицу, которую по, ну, с леской, которая, чтобы можно было вязать по кругу. Я аккуратненько по несколько петелек освобождаю. Желательно набирать эти петельки на спицу в том же, ну, в том положении, без перекрута. То есть если вы сверху протыкаете, вот набираете, то все время все петельки так протыкаете. Вы потом поймете для чего. Потому что если когда вы будете соединять их, чтобы они у вас разными концами не стояли, чтобы у вас не было перекрученного основания потом. Поэтому я их все как будто бы протыкаю сверху вот так вот спицей, и таким образом они станут все одинаково. Чтобы у них было одинаковое расположение. Ну, тут вот в конце надо аккуратненько вынуть эту ниточку, которая нам уже не нужна. Так, подтянуть. И вот тут не бойтесь, если у вас вот такая ситуация получилась, просто провяжите эту последнюю петлю. Ну, закрепите, такое бывает. Вот, вот это была изнанка. Теперь нам надо это сложить. Вот у нас лицо. Мы вот так вот складываем. Вот эта ниточка, которая здесь, ее можно, ну, она может снаружи быть, можно внутрь ее проложить, чтобы она вам не мешала. В общем-то, сами решайте, она нам не нужна. Все, это мы выкидываем, нам это не надо, дополнительная нить. Ну и теперь, собственно, закрепление, самое основное. Я закрепляю изнаночным рядом, потому что я хочу, чтобы изнанка была ну, с лицевой стороны, вот эти барашки. Смотрите внимательно, чтобы ну, петельки были не перекрученные, поэтому смотрите, как они стоят на спице. И я сразу протягиваю нить через две спицы. Я не снимаю, не переставляю ниточку, ну, петелечку с одной на другую. Мне удобнее вязать сразу с двух спиц. Я плотно их сжимаю и протягиваю нить сразу через две. И аккуратно вот так вот снимаю. Я знаю, что девочки очень часто переставляют петельки. Ну, если кому-то так удобнее, то переставляйте. Мне удобно просто брать, когда они стоят в одном положении, знать, за какую сторону взять, вот так вот протянуть и снять с этих двух спиц. Вот то, что я говорила, что важно, чтобы ну, петелечки стояли в одном направлении. Тогда вы точно будете знать, за какой краешек брать. Вот я теперь знаю, что я беру за вот этот краешек, что я продеваю, всегда протыкаю вот как бы с этой стороны. И я вижу, что у меня петли не перекрученные получаются, они ровно ложатся с двух сторон. И спереди вот они как бы без перекрута легли, и сзади они легли ровненько. Ну вот теперь это надо довязать до конца. Вот так аккуратненько каждые две петелечки вместе провязать изнаночным рядом. Опять-таки, я еще хочу сказать, что ну, у меня задумка такая, чтобы у меня были изнаночные петли. Возможно, вы хотите закрыть лицевыми и продолжить вязание лицевыми. Пожалуйста, так тоже можно. Итак, маленький нюанс в конце. Смотрите, в конце, когда мы заканчиваем, у нас нечетное количество, 2 и 3 петли. Что делать в таком случае? Я вам ну, рекомендую поднять протяжку и провязать ее, ну, сделать ее перекрученную петлю из нее сделать. Почему перекрученная? Чтобы не было дырки. Аккуратненько посмотрите, вот так вот зайдите с края, чтобы был вот этот перекрут. Ну, здесь вы заходите ровненько, здесь вы не перекручиваете эту петелечку, как она есть. Ну и вот аккуратненько протягиваете эту ниточку. Все, вот тут у вас очень хорошая петелечка с лицевой стороны, а с той стороны, с изнанки, у вас есть дополнительная петля. И у вас теперь осталось парное количество, то есть две последние петли вы просто провязываете, как мы провязывали все до этого. Ну вот, собственно, завершение. Мы таким образом закрываем, ну, последнюю петлю закрываем. Все, смотрим, что у нас получилось. Получилась хорошая
подгиб с красивым изнаночным рядом по завершению. Это изнанка у нас. Вот, она тоже хорошо смотрится, имеет право на жизнь. Вот, и смотрите, абсолютно не видно той петли, которую мы там, вот если аккуратно присмотреться, вон видно маленький перекрут, да. Теперь вы знаете, как сделать подгиб снизу изделия и закрыть его изнаночными петлями. А, Так, так как я вязала свитер на свитере Кода, вот это начало. И за самой схемой обращайтесь вниз под видео, будет ссылочка.